Коллеги, я рад приветствовать нашего дорогого гостя на нашей сегодняшней встрече. Тарас Миронович Шамба, президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Помимо прочих немаловажных должностей, которые у этого замечательного человека есть, все-таки сегодня мы сакцентируем внимание, с вашего разрешения, на деятельности вашей как главы этой организации. Формат нашей встречи традиционен, где-то в режиме получаса, минут 40 диалог с гостем, а затем журналистам, коллегам, которые присутствуют в зале, будет дана возможность задать вопросы. Общий формат нашей встречи 50 минут, час, примерно так, если вы не возражаете. Поэтому пока мы будем беседовать, пожалуйста, готовьте ваши вопросы. Я начну, как говорили древние, от истоков, от яйца. С чего все начиналось? Вот в интернете есть упоминание о том, что еще до создания Всемирного конгресса в Москве было место, если не ошибаюсь, гостиница «Россия», где собиралось абхазское землячество. Интернет не искажает в данном случае вашу роль в создании такой постоянной площадки для встречи земляков из Абхазии? Значит, в 1958 году я поступил в МГУ на юридический факультет. В 1958 году. И во время, когда оформляли документы, нужно было сделать фотографию на удостоверение. Значит, студенческий билет. Я пошел там к фотографу, Филатов, ему где-то под 80 лет было. Пожилой, почтенный человек. Он спрашивает, как ваша фамилия? Я говорю, фамилия такая-то, поскольку квитанцию выписывать надо. О, говорит, а вы знаете, в первые годы советской власти, я сам из Абхазии, русский, в Москве живет. У нас было хорошее землячество, куда приезжали первые лица абхазского государства. Тогда уже до 1931 года Абхазия была как социалистическая республика. Вот это я как бы взял за основу и в 1958 году создал Абхазское студенческое общество. И вот с 1958 года существовало студенческое, а потом в нее влились и взрослое население. И с 1958 года ежегодно в марте месяце мы отмечали, как бы сказать, День диаспоры или День установления советской власти в Абхазии. В последние годы, когда уже, скажем, где-то 80-е, ближе к 90-м, ежегодно на этих встречах бывало 500, 600, 800 человек. Поэтому единственное место, где можно было всех собрать, это была гостиница «Россия». Там огромный зал, и умещались все, значит, вот этот антресоль, потом, значит, самый поднимался, и общий зал. Поэтому сейчас вот мы в разных местах тоже собираемся. Вот в этом году мы собираемся на Олимпийский проспект. Вот там дом 16, есть такой ресторан, огромный тоже зал, кино называется ресторан. Вот хозяин нам любезно предоставил это помещение. И мы теперь уже договорились, что ежегодно будем собираться там, поскольку... Вот в 60-е, 70-е годы какие задачи землячество решало? Она и тогда, и сейчас, как бы сохранить язык, культуру и традиции абхазского народа, потому что не хотелось бы, чтобы она растворилась. Понимаете, у абхазов есть такой лейтмотив, я бы сказал, жизни. Значит, наш народ небольшой по численности, но в созвездии народов мира, чтобы мы нашли свое маленькое место вот в этом созвездии. Поэтому главная задача заключалась в том, чтобы сохранить свой язык, свою культуру и свои традиции и обычаи. И это давало нам возможность объединиться каким-то образом, и мы разные мероприятия, особенно культурного характера, изучение истории, изучение литературы, изучение, значит, связи, контакта в Абхазии со всеми сопредельными государствами. Поэтому, а сейчас, когда, значит, видите, как ситуация складывалась, что вдруг мы стали понимать, что абхазы живут не только в Абхазии, а и в других странах. Да, слышали, знали, что в Турции живут, потому что большая диаспора там находится. Слышали, что где-то в арабских странах и так далее. И поэтому мы стали думать о том, чтобы создать такую организацию, которая могла бы объединить народы, которые проживают в мире. Такую организацию мы создали в самый разгар войны, в 1992 году. Тоже было очень много таких сложностей, трудностей, тем более Абхазия была оккупирована, столица была, значит,
оккупирована, и поэтому провести, где провести, как делегатов пригласить. Но тем не менее удалось это сделать. И вот в 1992 году мы ее создали. Меня избрали президентом. Сейчас вот насчитывается, я всегда говорю, что абхазская диаспора проживает в 52 странах. А сейчас вот недавно вернулась из Новой Зеландии наша, она была министром образования, там дочка у нее замуж вышла. И она приехала и сказала, мы создали абхазскую организацию, общину, значит, вот в Новой Зеландии. Теперь я уже говорю, что абхазы проживают в 53 странах мира. Многие считают, что создание такого конгресса должно способствовать, ну, в перспективе распространению информации о независимой Абхазии, о том, чтобы не только в России, не только на постсоветском пространстве, но и на Западе, там, в других регионах мира знали больше об Абхазии. И это шаг на пути понимания и признания как независимой государственности. Совершенно правильно. Понимаете, мы знали, вот в советское время был период времени, когда, допустим, абхазские театры, ансамбли, даже на Северный Кавказ не могли выехать. По одной простой причине, там много было помех, сейчас я их не буду говорить, чтобы не обижать никого, но суть заключалась в том, что мы знали, что есть, но не знали, как. И вот как раз этот конгресс начинает объединять. Люди стали приезжать в Абхазию, из Абхазии стали ездить по этим странам. Я лично 38 стран уже объехал как президент. Я встречаюсь, общаюсь по всем странам мира, куда приезжаю, значит, они собираются, и очень хорошо. То есть получилась проблема взаимообщения. А это общение дает возможность, посмотрите, допустим, в той же Турции, арабских странах, европейских странах, даже до Австралии. Я исходил и исхожу сейчас из того, чтобы культуру тех народов, где проживают абхазы, могли бы что-то привнести в Абхазию, что-то добавить, расширить кругозор. Вот когда я был в Тунисе, в Марокко, вот я встречался с нашими, понимаете, там уже эти абхазы, они абазат себя называют. Поэтому переселившиеся, появившиеся там где-то в 12-14 веке нашей эры. Поэтому долгая вот эта вот история пребывания абхазов за пределами Абхазии. Допустим, скажем, один из, как бы сказать, правителей Египта, абхазец по происхождению, один из правителей, основателей тунисского государства, абхазец по происхождению. Значит, конечно, это интересно знать историю. И я думаю, что, по крайней мере, кроме того, что это позитивно играет роль на взаимопонимание, взаимосближение. Посмотрите сейчас процессы глобализации. Всемирные связи, контакты настолько расширяются, а это дает возможность лучше все-таки познать и народы, и государства, и лучше познать свою историю, по крайней мере. А какие инструменты использует Конгресс в своей работе? Что это? Организация выставок по истории, культуре, традициям абхазского народа, проведение там международных конференций. Какие инструменты для вас кажутся наиболее важными? Ну, вы знаете, здесь самое главное, что это взаимные посещения друг друга. Раз. Потом мы делаем, вот, допустим, вот посмотрите, вот я издал книжку вместе со своим коллегой Непрошием. Вот мы сделали, показали всю историю возникновения абхазского государства. То есть откуда пошла Абхазия. И распространили по всем, значит, землячествам мира и плюс по всем посольствам Российской Федерации вот в этих странах, где они находятся. Помимо этого мы делаем фотовыставку, потому что про Абхазию практически мало все знали. Все знают о том, что Грузия и как составная, ну, так сказать, неотъемлемая часть Грузии, значит, преподносится Абхазия, когда совершенно разные народы, совсем разные культуры. Да, другое дело, значит, проживание рядом, взаимообщение, смешанные браки. Очень много сблизило, но народ имеет свои обособленные корни и свою, значит, свою историю, которую надо донести. Поэтому, допустим, сейчас вот мы были в Турции, там я провел большую встречу, собрал всю диаспору, значит, турецкую, абхазскую. Она там большая, ну где-то человек 400, наверное, собралось, мы там поговорили о разных вещах. Туда выезжают ансамбли, оттуда приезжают ансамбли. Значит, с некоторыми странами, допустим, с арабских стран, с Турции, приезжают дети на лето, для того, чтобы они пожили в семьях абхазских, для изучения языка. Значит, учителей посылаем туда, вот в Египет посылали, значит, в Арабские Эмираты посылали, в Сирию посылали, учителей, для того, чтобы обучать детей, кто желает.
абхазскому языку. То есть формы очень разнообразные. Значит, и сделали диски об Абхазии. Значит, Абхазия глазами зарубежных историков, ученых. Значит, один из таких довольно-таки известный ученый, англичанин Хьюит. Значит, он сам повествование сделал, все это записали, размножили диски, ну, где-то около, первый раз мы сделали, первый тираж сделали 800 экземпляров, разослали по всему миру. Ну, там, где была диаспора и кто заинтересовался. Сейчас вот мы готовим несколько фотовыставок, сейчас будет она в Москве, а потом уже пойдет, мы договорились, я думаю, что нас Министерство иностранных дел Российской Федерации поможет, значит, для того, чтобы в культурных центрах посольств России в зарубежных странах сделать фотовыставку по Абхазии. Дать возможность, ну, людям узнать, что такое есть Абхазия. Для того, чтобы она видела. Вот я, к сожалению, вам не принес, честно говоря, не знал, какой формат наше общение. Вот 3 фотоальбома я лично издал по Абхазии. 3 фотоальбома, которые, ну, с разных сторон, с разных, я бы сказал, ракурсов рассматривает Абхазию.